In the last week, the official representative of the Donetsk People's Republic Army, Edward Basurin, has said that Donetsk People's Republic reconnaissance teams have found information saying that the Ukraine army is preparing chemical weapons near Gorlivka and is also possibly preparing a false flag attack to blame Donetsk People's Republic or Russia on a chemical weapon attack in Ukraine territory. And you can see that footage here. Как мы заявляли ранее, поводом для наступления будет химическая атака на территории подконтрольного вооруженного формирования Украины с последующим обвинением руководства республики в жертвах атаки среди населения. Данный повод сразу же будет использован для нанесения массированного ракетно-авиационного удара по критически важным объектам республики. And right now, we're on the edge of Gorlivka, and just behind me, 1,200 meters, is the exact front line. This is where the Donetsk People's Republic positions border the Ukraine positions in Ukraine territory. This is the front line of the Ukraine war, and we're going to talk to the soldiers here and find out what they feel about the information that's come out in the past week, about the events that's happened, and what it's like here on a daily basis. So here we go. Стрелок, стрелок. Спрячься. Это пулемет работает, ничего страшного. Всем в укрытие. Ну, от нас это где-то километр 200 сейчас. Ну, я не скажу, это что бой идет, это провоцируют укропы нас. Мы пока не стреляем. Нам не угрожает как бы ничего. И часто происходят такие провокации с применением стрелкового оружия? Ну, не каждый день, я буду говорить с интервалом часа через 2. Каждый день с интервалом часа через 2. Мы находимся на западной окраине Горловки, веренной мне территории, на расстоянии, наверное, от вражеских позиций около 800 метров. Военное положение, ну, я думаю, это всем известно, что это исключительно интерес Петра Порошенко. В том плане, что ему не хочется терять президентское место, на которое у него на выборах шансов нету никаких. И любыми путями, вводом военного положения, он будет стремиться, чтобы эти выборы переносились как можно на больший период времени. И по нашей информации, дело дошло к тому, что и военного положения ему недостаточно. То есть есть информация, что лично с его ведома и с его приказа будут устраивать различные провокации, по примеру сирийских, именно на Горловском направлении. Почему на Горловском? Ну, из-за того, что густонаселенное место, Горловка, город большой, ну, есть на чем спекулировать. Опять же, рядом город Дзержинск, Новгородская, это западные города от Горловки, те, которые находятся под контролем ВСУ. И провокации будут устраиваться там, может быть, даже с применением химического оружия или с постановкой на применение химического оружия. Расскажите, какие признаки этого, какие данные, какие признаки могут свидетельствовать об этом? Ну, перехваты говорят о том, что они отрабатывают задачи по химической, тренируются на химическую атаку, то есть розданы средства
противохимической защиты, то есть химической защиты. И есть данные, что в городе Дзержинске выделено около 1000 койко-мест на людей, которые будут подвержены воздействию химического оружия. Или компонентов химических. Не обязательно химического оружия, а может и компонентов химических. Но, допустим, в городе Новгородском находится фенольный завод. Если думать дальше, то они могут сами его, то есть, устроить на базе фенольного завода какое-то нехорошее дело, чтобы обвинить войска ДНР в том, что они нанесли там ущерб этому заводу, и пошла утечка ядовитых веществ. В целом, на фоне этого, за, скажем, неделю, да, вот введено военное положение, информация о подобных провокациях, обстановка на вашем участке фронта как-то меняется? Обстановка меняется каждый день. Не всегда она меняется в лучшую сторону. Лично я не заметил никакого изменения по участку фронта, который мне доверен. Но я же опять же возвращаюсь к тому, что по данным радиоперехватов там идет подготовка к чему-то очень нехорошему. Очень нехорошее, это я вам говорил, что это какая-то провокация, а какую самое больше выгоднее сделать или шума можно больше поднять, по сирийскому сценарию это провокация с химическим оружием. Насколько бойцы народной милиции готовы к подобным действиям? Готовы всецело. Нас инструктируют, как в этих действиях, как в данной ситуации себя вести. То есть, если вы говорите о нашей, то есть готовности, мы готовы очень давно, и всецело, все люди готовы отразить нападение. И на данные провокации мы смотрим или выводы себе делаем, но это уже от безысходности с той стороны. То есть вооруженным путем они не могут добиться никакого успеха. То есть и вынуждены идти на такие меры, за которые я вам сейчас сказал. Petney Nazad, Украина сказал, Россия гражданские машины больше 16 лет, меньше 60 лет нельзя Украина. Как вы чувствуете за это? Вы говорите за то, что гражданское население до 60 лет мужское не запускают в Украину, наверное, так я понял, да? Да. А что об этом можно говорить? Это все от безысходности. Когда нечем сделать гадость, уже идут на такие меры. Это все рассчитано на расшатывание общей обстановки, на ее накаливание обстановки, чтобы Россия делала шаги какие-то ответные. То есть, и опять же Россию выставлять в выгодном им свете. Из того, что я вижу, что я читаю, наверное, Россия поступает правильно. С дураками такой разговор. Пусть сами с ума сходят. Этот шаг и рассчитан, наверное. Я так думаю, наверное, чтобы Россия ввела такие же меры. Насколько ситуация, которая произошла в Керченском проливе, может сказаться на обстановке здесь, либо уже сказывается? Сказалось, конечно, то, что мы всегда боеготовы, а в данный момент мы еще больше боеготовы. У нас боеготовность самой высокой степени готовности. Очень много сообщений в СМИ поступало о том, что украинские войска стягивают границы ДНР. Так ли это, скажем, на данном участке? Сегодня, вчера я особых передвижений не видел, но по
по данному участку местности я не могу сказать, что что-то изменилось в сторону того, что кто-то из них больше стал подтягивать. Ну, я же опять же говорю за свой участок местности, не более. Активизировались британские там инструктора, да, британские кураторы, украинские, возможно. Замечали ли вы какие-то изменения в тактике, возможно, изменения в поведении украинских военнослужащих? Да, было замечено на примере участившейся работы, не то что участившейся, а каждодневной работы снайперских групп противника. Ну и естественно, то есть обучение они проходят по методике и по методичкам войск НАТО. Я даже могу вам рассказать, как они работают. То есть работают, допустим, в парах. Один калибр идет 12,7, то есть более крупный, на более удаленном расстоянии. И ближе до наших позиций идет калибр уже меньше. То есть в прикрытии обязательно пулеметчика. То есть, ну, это методика натовская, ну та, чтобы противника, как говорится, взять на измор. Ну, у нас тоже есть свои методы борьбы с этим. Ну, не буду я вам их рассказывать, но пока все получается. Скажите, ну, все эти события сопровождались очередными украинскими фейками, да, очередными информационными вбросами, провокациями. Ну, в том числе с попытками поднять панику в городах, и вот в частности в Горловке. Замечали ли вы это? Что думаете о подобных вообще? Не, замечал то, что выражается-то в том, что людей на улицах меньше становится. Ну, да, иногда заметно это. Где-то там они, ну, ихняя работа, это нехорошая, она, ну, находит, видно по людям, то есть, что... А какой может быть вот фейк, да, вот ложь украинских там, СМИ или вбросы вам наиболее запомнились, вот из тех, которые, ну, может, там самый абсурдный какой-то вот из недавних? Ну, самый абсурдный это фейк был в первый час, наверное, о событиях в Керченском проливе, что москитный, так называемый москитный флот все-таки там победил. Ну и через несколько часов уже начались речи очень слезные, ну, о том, что Россия проявила агрессию по отношению к нашим маленьким судам. Ну, так. Скажите, а вот этот звук, который вот сейчас мы слышим вдалеке, это передвижение техники? Нет, Сейчас это там не видно? передвижение техники, это вентиляционный ствол на шахте Южный. Да, как коллеги? Можем представить тебя? Не понял. Представься, как могу тебя подписать. Ну, меня зовут Алексей, так и подпишите меня. Можно сказать, вы откуда? Откуда? Откуда именно? Ну, родился. В каком себе? Я родился и вырос в Горловке. Всю жизнь в Горловке жил, родился и вырос в Горловке. Восемь 0, ответь. Запроси 1-2 и 1-1, где стреляют. Принял. 1-1. Да, это мимо нас. Что-нибудь слышно? Дай куда? По покою. Я услышал. Пошли, не будем испытывать судьбу. And right now, as you hear, there is some incoming fire that's getting a bit too close, and the soldiers tell us it's better if we head out. So we're not going to be able to stay here too long today.
but we brought you this information from the ground here in Gorlivka. You're not going to find this anywhere else. As always, I bring you the truth of what's happening here in the Ukraine war. So please subscribe to my channel, and remember, I'm an independent journalist funded by you, my viewers, so please help me show the world what's really happening. Share this video and show the world what's happening. Help me show the world. Thank you. ответь. Запрашиваю толстяка 1-2, что там у них? На связи. Шумы стрелков калиберная в неизвестном направлении. Принял. В укрытие, огонь пока не открывать. Поехали. За моей спиной находится город Дзержинск, ну а точнее его восточная окраина, шахта Южная и поселок Южная. Вы видите саму панораму этого места. Нам даже не надо выходить на самые передовые наши позиции, чтобы увидеть, как все хорошо видно. Ну, то есть, вы, представляете, то есть, если бы нам бы руководство дало бы команду атаковать бы, мы снесли бы весь их укрепрайон в течение получаса. Его бы не было. То есть, и, естественно, это выход на город Дзержинск. То есть, по сути, их позиции устроены не так, как должны бы были быть по военной науке, да, а так, как будто бы они не рассчитывают на бой. Нет, они обустроены по военной науке достаточно хорошо, но я сейчас говорю немножко об ином. Но о том, что нашей милостью, милостью нашего руководства, то есть, которое выполняет политические договоренности, а конкретнее Минск-2, те люди, которые находятся в окопах против нас, я надеюсь, что там, может, остались еще люди. Я почему говорю люди, а не фашисты. Не все фашисты там. Или хочется верить в это. То есть они живы там только нашей милостью. Вы видите панораму этого места, как видно все хорошо, как хорошо целиться туда. Ну, то есть, может, это увидят и на той стороне. Им будет что-то, они выводы какие-то сделают себе. Ну, здесь уже видно. Как далеко украинский позиция там? Ну, от данного места 1200 метров. От того места, где мы стоим, 1200 метров. Угу. Ну, а между позициями у нас соприкосновение доходит и до 250 метров. Принял, 2-2. Принял, 2-3. Дальше не пойдем из-за того, что нас уже будут видеть. И сейчас огонь по нам откроют. Но это мы еще на какой-то более безопасной дистанции. Вот это все впереди терриконы, под ними везде враги. And now we've moved on to where we can get more of a panoramic overview of the front line. And behind me is the city of Dzержinsk, which is controlled by Ukraine. That area there that you can see behind me is Ukraine-controlled territory.
and we can see the private sector flag flying. And as many of you know, the private sector has been accused of many crimes on humanity, torturing civilians, torturing soldiers, and many other horrible things. Now, I'm going to continue to show you what's happening here on the ground in Donbass and show you the day-to-day lives of the civilian population and the soldiers here. So please, again, subscribe to my channel, like this video, comment, I will respond, share this video and any others you may like across all social media networks, and help me show the world what's really happening.